Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю оладьи с сыром. Я их назвала хачапурики. Они получаются мягкие, пышные, с тянущимся сыром внутри и хрустящей румяной корочкой снаружи. Готовится просто и быстро. Отличный вариант для завтрака, перекуса или ужина. Аромат как у хачапури, но без замеса теста и лишних хлопот. Попробуйте эти сырные оладьи. Уверена, они станут любимыми в вашей семье, как и в моей. Для рецепта мне понадобится важно использовать теплый кефир. Я его специально подогрела в микроволновке. Температура должна быть примерно 36-37 градусов, как температура тела. Добавляю 2 яйца небольшого размера. Вес яйца со скорлупой примерно 50-52 грамма. Добавляю чайную ложку соли. Кстати, соль корректируйте по вкусу, в зависимости от того, какой вы используете сыр. Добавляю чайную ложку сахара и хорошо все перемешиваю венчиком. Сейчас в миску я просеиваю часть муки. Я ее буду добавлять постепенно. Вот, немного оставляю. Также сразу я добавляю крахмал. Я использую кукурузный крахмал. И добавляю соду. Неполную чайную ложку. И как я уже много раз говорила, что соду вот в такое кефирное тесто для оладьев, для хачапури всегда добавляем вместе с мукой. Не добавляйте ее в кефир. Иначе происходит уже реакция, и потом изделия не получаются такие пышные и воздушные. Перемешиваю венчиком. Добавляю еще муку. Опять-таки я добавляю не всю муку. Вот здесь немного у меня осталось. Перемешиваю. Тесто здесь должно получиться таким достаточно густым. Если будет мало муки, тогда тесто будет впитывать много растительного масла при обжаривании. Я его вот так вот с трудом стряхиваю с венчика, и оно сразу не растекается. Вот такая консистенция меня устраивает. Я использовала не всю муку, буквально граммов 20 у меня осталось. Сейчас уже получилось очень хорошее тесто на оладьи. Но я сегодня готовлю не просто оладьи, а оладьи с сыром. Оладьи хачапурики. Поэтому добавляю сюда сыр. У меня здесь смесь сыров. Здесь эмменталь, чеддер, что-то сейчас еще скажу. Эмменталь, чеддер, гауда. Добавляю. Здесь 180 граммов. Я добавляю все 180 граммов. И также добавлю еще немного моцареллы. В общей сложности я добавляю где-то 300 граммов сыра. Если вы хотите, можете добавлять меньше. И теперь все хорошо перемешиваю лопаткой. В итоге получается вот такое сырное тесто. И теперь довольно важный момент. После того, как тесто перемешали, его вот так разровняйте и больше не перемешивайте. Просто аккуратненько с края начинайте набирать тесто ложкой и выкладывать на сковородку. Тогда оладьи получатся более пышные. Это такой небольшой секрет. Я поставила разогреваться сковородку. Наливаю растительное масло так, чтобы оно покрыло дно. Тесто набираю столовой ложкой просто вот так вот с краю. Выкладываю тесто на сковородку. Я буду делать оладьи небольшого размера. Конечно, вы можете делать такого, какого вы хотите. Как видите, я выкладываю при помощи 2 ложек. Так удобно. Огонь сразу делаем тише. И на среднем огне обжариваю по 2-3 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Оладьи получаются такие золотистые, красивые, благодаря сыру. Очень вкусно. Первая партия оладушек обжарилась. Снимаю их на тарелку с бумажными полотенцами. Обратите внимание,
Фактически, сколько масла я налила на сковородку, столько и осталось. И сейчас я сразу же, конечно, обжариваю следующую партию оладушек. Если тесто приготовлено правильно, оно не впитывает масло. Вы только посмотрите, какие пышные оладьи. У меня получилась вот такая большая тарелка хачапуриков. Выглядят они просто шикарно. Уверяю вас, эти оладьи никого не оставят равнодушными. Они такие пышные, сверху хрустящие, воздушные. А внутри вот так вот здорово тянется сыр. И здесь потрясающее тесто. Друзья, если рецепт вам понравился, поставьте лайк, поделитесь своими впечатлениями в комментариях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!